Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости, подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. В этом видео я вам предлагаю связать вот такой вот замечательный узор для шали крючком. Узор очень простой, легко запоминается, быстро вяжется и посмотрите, как он смотрится, очень оригинально. Эти два образца у меня связаны из пряжи Alize Angora Gold Simli. В 100 граммах 500 метров и состав пряжи 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлик. Номер цвета голубой пряжи 245. Шаль я вяжу крючком номер 3. В процессе вязания шали у нас образуются вот такие вот петельки. За эти петельки по желанию можно сделать бахрому для шали. Будет смотреться очень оригинально. Итак, если вам понравился такой узор и вы захотите связать эту шаль вместе со мной, добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Вяжем первый ряд, делаем кольцо амигуруми и в это колечко провязываем 3 воздушные петли. Три воздушные петли дают нам 1 столбик с накидом. Далее сюда провязываем еще столбик с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли. И сюда в этот же круг провязываем еще 2 столбика с одним накидом. И повторяем еще раз 2 воздушные петли. И сюда в этот же круг еще 2 столбика с одним накидом. Далее теперь кольцо затягиваем. И мы провязали первый ряд. У нас получилось 3 группы по 2 столбика с одним накидом. Между столбиками 2 воздушные петли. Далее вяжем второй ряд. В начале каждого ряда мы будем провязывать по 4 воздушные петли. Теперь под 2 воздушные петли мы провязываем такой элемент. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика с одним накидом. В начале каждого ряда под 2 воздушные петли мы будем провязывать вот этот элемент. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Далее провязываем 2 воздушные петли и в следующую арочку под воздушные петли мы также провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще раз провязываем 2 столбика с одним накидом. Мы провязали второй ряд. Дальше провязываем третий ряд.
В начале ряда 4 воздушные петли. В арочку под воздушные петли провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Дальше мы вяжем 2 воздушные петли и под центральную арочку, под 2 воздушные петли, которые идет по центру, сюда мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И в конце ряда мы всегда вот в эту арочку под 2 воздушные петли будем провязывать 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Получается, в начале и в конце ряда мы провязываем один и тот же элемент. Дальше разворачиваем и вяжем следующий ряд. 4 воздушные петли. В арочку уже провязываем знакомый нам элемент. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с накидом. Далее провязываем 2 воздушные петли. И теперь посмотрите, у нас по центру идет 2 столбика с накидом. Вот в эту арочку с правой стороны мы провяжем 2 столбика. Дальше по одному столбику над каждым столбиком. И в арочку с левой стороны провяжем тоже 2 столбика с одним накидом. То есть всего мы должны провязать 6 столбиков с одним накидом. Итак, сначала под арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше по одному столбику над столбиками. И в арочку с левой стороны также провязываем 2 столбика с одним накидом. Всего мы провязали 6 столбиков с одним накидом. Далее провязываем 2 воздушные петли. И в конце ряда мы уже знаем, что вязать. Провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Вяжем следующий ряд. В начале ряда 4 воздушные петли. Сразу же в арочку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Дальше мы провязываем 2 воздушные петли и смотрим на центр. В предыдущем ряду у нас провязано 6 столбиков с одним накидом. В этом ряду мы также в арочку с правой стороны провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше по одному столбику провязываем над каждым столбиком и 2 столбика провязываем в арочку с левой стороны. Итого всего у нас должно получиться 10 столбиков с одним накидом. Итак, под арочку 2 столбика. По одному столбику над каждым столбиком.
и 2 столбика в арочку с левой стороны. Всего у нас получилось 10 столбиков с одним накидом. Дальше мы провязываем 2 воздушные петли, и в конце ряда в арочку мы уже знаем, что вязать. Это 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Вяжем следующий ряд. 4 воздушные петли. Здесь у нас ничего не меняется. Дальше мы провязываем 2 воздушные петли и вяжем следующим образом. Под арочку с правой стороны провязываем 2 столбика с одним накидом. И теперь провязываем 4 столбика по одному над каждым столбиком предыдущего ряда. Всего мы провязали 6 столбиков с одним накидом. Далее мы провязываем 2 воздушные петли. 2 столбика в предыдущем ряду мы пропускаем, вставляем крючок в третий столбик и провязываем 4 столбика над каждым столбиком предыдущего ряда. И провязываем еще 2 столбика под арочку с левой стороны. С этой стороны мы тоже провязали 6 столбиков с одним накидом. С правой стороны 6 столбиков и с левой стороны 6 столбиков. Дальше провязываем 2 воздушные петли и в конце ряда провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Провязываем следующий ряд. 4 воздушные петли. В начале ряда ничего не меняется. Провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Дальше провязываем 2 воздушные петли. Вот сюда в арочку под 2 воздушные петли провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По центру в арочку вот сюда провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Дальше вяжем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце ряда вот в эту арочку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли и конец ряда мы заканчиваем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли
И сюда же 2 столбика с одним накидом. Итак, если визуально посмотреть на наш рисунок, то вот этот элемент у нас идет в виде ромба. Сейчас мы с вами провязали половинку ромба, то есть дальше у нас этот элемент будет идти на убавление. А с правой и с левой стороны мы одновременно будем вывязывать уже основание для нового элемента. То есть сейчас вот этот элемент по центру мы будем его убавлять, а эти два элемента у нас будут идти на расширение. То есть сейчас у нас вот эти 2 столбика с одним накидом – это основание для следующих 2 элементов. Этот элемент по центру мы будем как бы закрывать. Итак, вяжем следующий ряд. 4 воздушные петли. В начале ряда все то же самое, ничего не меняется. Мы до конца так и будем вязать. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Дальше у нас 2 воздушные петли. И теперь посмотрите, вот у нас первый элемент, 2 столбика с накидом. Вот мы уже провязали. Дальше теперь в следующем ряду нам нужно провязать 6 столбиков с накидом. 2 столбика мы провяжем в арочку, 2 столбика над каждым столбиком и 2 столбика провяжем вот под эту воздушную цепочку. Всего у нас должно получиться 6 столбиков. Итак, провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 столбика над столбиками, и еще 2 столбика под арочку из воздушных петель. Всего получилось 6 столбиков. Дальше этот центральный элемент мы убавляем, провязываем 6 воздушных петель. По центру провязываем также 3 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Первый, второй и третий. И здесь провязываем 6 воздушных петель. С этой стороны у нас новый элемент. То есть в этом ряду уже мы формируем 2 вот таких элемента. С каждым раппортом количество вот этих элементов будет увеличиваться. То есть первый, здесь уже 2, здесь 3, 4 и так далее. То есть сейчас в этом ряду мы формируем уже 2 новых элемента. Поэтому с левой стороны здесь мы тоже должны провязать 6 столбиков с одним накидом. Сначала 2 столбика под воздушные петли. Дальше 2 столбика над столбиками предыдущего ряда. И 2 столбика в арочку под воздушные петли. В конце ряда перед последним элементом мы всегда должны провязать 2 воздушные петли и уже потом в конце провязываем знакомый нам элемент.
провязываем следующий ряд. 4 воздушные петли. В начале ряда все то же самое. В начале ряда тоже у нас после этого элемента всегда должно быть 2 воздушные петли. И дальше смотрим тот элемент, который мы уже провязали. То есть в следующем ряду мы должны провязать 10 столбиков с одним накидом. По 2 столбика с одним накидом в арочку с правой и с левой стороны. И 6 столбиков над каждым столбиком. Здесь мы провязываем точно так же. 2 столбика сначала под арку, под 2 воздушные петли. Теперь 6 столбиков над каждым столбиком. И 2 столбика мы должны провязать под арку из воздушных петель. Дальше здесь в серединке мы продолжаем закрывать наш элемент. Провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь в серединке по центру провязываем 1 столбик без накида. Дальше вяжем 5 воздушных петель. И с этой стороны опять повторяем. Нам нужно провязать 10 столбиков с одним накидом. 2 столбика мы провязываем под арку из воздушных петель. 6 столбиков над каждым столбиком предыдущего ряда. И 2 столбика под арочку из 2 воздушных петель. В конце ряда мы провязываем 2 воздушные петли и в арочку уже знакомый нам элемент. И провязываем следующий ряд. В начале ряда опять 4 воздушные петли, в арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. После этого элемента у нас всегда идет 2 воздушные петли. А дальше уже смотрим по рисунку. Дальше нам нужно провязать у этого элемента с правой и с левой стороны по 6 столбиков с одним накидом и между ними сделать арочку из 2 воздушных петель. Итак, провязываем. Под воздушные петли провязываем 2 столбика. Дальше провязываем 4 столбика по одному столбику над каждым столбиком предыдущего ряда.
6 столбиков с правой стороны. Далее мы делаем 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем и со следующего столбика вывязываем также 4 столбика над столбиками в предыдущем ряду. И 2 столбика нам нужно провязать под арочку из воздушных петель. Вот у нас получилось 6 столбиков с этой стороны и 6 столбиков с другой стороны. Дальше центральный вот этот элемент мы полностью с вами закрываем, провязываем 2 воздушные петли и переходим сразу же к элементу, который у нас идет слева. Под арочку из воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом и еще 4 столбика над столбиками предыдущего ряда. Две воздушные петли, 2 петли пропускаем, 4 столбика с одним накидом и 2 столбика под арку, под 2 воздушные петли. Всего у нас с каждой стороны по 6 столбиков с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли и в конце ряда вяжем уже знакомый нам элемент. Таким образом, мы полностью связали наш элемент, который состоит из 8 рядов. Дальше будем все повторять. Теперь эти 2 элемента мы будем закрывать. С правой стороны по центру и с левой стороны у нас будет формироваться основание для нового элемента. Итак, давайте еще один ряд провяжем вместе. 4 воздушные петли. Начало ряда не меняется. Две воздушные петли. И вот сюда, вот в эту арочку под 2 воздушные петли мы провязываем основание для нового элемента. Это у нас 2 столбика с одним накидом. То есть вот у нас элемент начинается с 2 столбиков с одним накидом. Сейчас мы сделали основание для нового элемента. Дальше смотрим, этот элемент нам сейчас нужно убавлять. Значит, мы что провязываем? Мы провязываем по 7 воздушных петель с каждой стороны, а в эту центральную арочку мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюда провязываем 3 столбика без накида. С этой стороны опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше, там, где мы закончили, закрыли центральный элемент, мы провязывали 2 воздушные петли. Здесь с этого момента у нас также будет основание для нового элемента. То есть, начиная с этого раппорта, здесь у нас уже будет 3 таких элемента. Поэтому вот сюда по центру провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Дальше с левой стороны мы элемент закрываем. Поэтому провязываем 7 воздушных петель
Под воздушные петли провязываем 3 столбика без накида. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С левой стороны у нас тоже основание для нового элемента. 2 столбика с одним накидом. И ряд закрываем 2 воздушные петли и в арочку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И следующий ряд. И следующий ряд опять смотрим. Мы должны провязать 6 столбиков с одним накидом. По 2 столбика в крайней арочке и 2 столбика в столбике предыдущего ряда. В этом ряду у нас уже 3 таких основания: справа, посередине и с левой стороны. Поэтому провязываем под 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом. Над столбиками провязываем по одному столбику. И под арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше смотрим по рисунку. Мы вязали 6 воздушных петель, 3 столбика без накида, 6 воздушных петель. Провязываем то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По центру провязываем 3 столбика без накида. И еще раз 6 воздушных петель. По центру формируем новый элемент, поэтому провязываем 6 столбиков с одним накидом. Сначала 2 столбика под арочку из воздушных петель, 2 столбика над столбиками и еще 2 столбика под арочку с другой стороны. Дальше этот элемент мы закрываем. 6 воздушных петель, по центру 3 столбика без накида, раз, два, три, 4, 5, 6. И с левой стороны мы также формируем новый элемент, поэтому провязываем также 6 столбиков с одним накидом. И в конце ряда 2 воздушные петли и заканчиваем ряд уже знакомым нам элементом. Следующий ряд. Вспоминаем, что для формирования этого элемента нам нужно теперь провязать 10 столбиков с одним накидом. 2 столбика провязываем под арку из воздушных петель. Здесь столбики над столбиками предыдущего ряда. 6 столбиков.
и 2 столбика под арочку из воздушных петель. Всего мы провязали 10 столбиков с одним накидом. Дальше здесь мы продолжаем закрывать, провязываем 5 воздушных петель. По центру провязываем 1 столбик без накида. 5 воздушных петель. Здесь мы вывязываем новый элемент, поэтому мы провязываем 10 столбиков с одним накидом. С левой стороны элемент закрываем. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида по центру. 1, 2, 3, 4, 5. И еще один элемент в этом ряду. 10 столбиков с одним накидом. И заканчиваем ряд 2 воздушные петли и знакомый нам элемент. Ну и еще один ряд провяжем вместе. Здесь в этом ряду мы вяжем с правой и с левой стороны по 6 столбиков с одним накидом. Между ними 2 воздушные петли. 2 столбика мы провязываем под арочку. И 4 столбика над каждым столбиком предыдущего ряда. Делаем 2 воздушные петли, 2 столбика мы пропускаем и со следующего вывязываем 4 столбика над столбиками. И 2 столбика под воздушные петли. Здесь мы элемент закрываем, поэтому мы провязываем 2 воздушные петли. И сразу же переходим вот к этому элементу, который у нас по центру. Также провязываем под воздушные петли сначала 2 столбика с одним накидом. Затем 4 столбика над столбиками. Две воздушные петли, 2 столбика пропускаем и вывязываем 4 столбика с одним накидом. Два столбика под арку из воздушных петель. Здесь этот элемент мы закрываем, провязываем 2 воздушные петли и переходим сразу же к этому элементу. Под арку 2 столбика с одним накидом, 4 столбика над столбиками, две воздушные петли, 2 столбика пропускаем, дальше 4 столбика над столбиками,
и 2 столбика в арочку из воздушных петель. Ряд мы закрываем 2 воздушные петли и уже знакомый вам элемент. И в этом ряду у нас получилось уже 2 вот таких элемента. Дальше, начиная со следующего ряда, эти 3 элемента вы будете закрывать, то есть провязывать воздушные петли, и одновременно с этим формировать основание нового элемента. То есть это будет здесь 2, 3 и 4. И таким образом мы вяжем до конца, пока не свяжем всю шаль. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, напишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!